Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей и подписчиков. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, но с такой палитрой еще не работали. Но, естественно, с новым узорчиком. Итак, вы берете любую пряжу, любую ниточку, какая у вас есть. Так? Я беру ниточку и показываю, что это за ниточка у меня сегодня. Ализе Дива называется. Кто еще не вязал, не пробовал, смотрите, что это за ниточка. В 100 граммах находится здесь 350 метров. Чтобы не забыть, сразу же называют цвет 145. Цвет на камеру передается таким же. Но, наверное, вживую больше блестит. Такое ощущение, что больше блестит. Итак, идем дальше. Это получается стопроцентная микрофибра. И нам советует производитель, берите крючок от единички до троечки. Вы смотрите на свою плотность вязания. Я буду брать крючок номер 2. В принципе, двоечка меня устраивает. Видите? Вы берете пряжу, какая у вас есть. Точно так же читаете аннотацию и подбираете крючок, который соответствует вашей пряже. Узорчик несложный. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 15 петелькам. Я наберу, получается, 2,5 раппорта. И дополнительно наберу по 2 столбика по бокам, для того, чтобы, ну, как бы кромочные назову их, да. В общем, итого я наберу 41 воздушную петельку. Раппорт 15 петелек. Вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала делаем петельку фиксации. Все как всегда. Теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Мой будущий образец. Далее, смотрите, это уже непосредственно узорчик, то есть не вспомогательный ряд, а уже сам узорчик. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Дальше ныряем в каждую петельку нашей цепочки и провязываем столбик с накидом и сами себя контролируем. Вот я набрала 41 воздушную петельку. У меня, значит, должно получиться 41 столбик с накидом. Поняли, да? Вы контролируете себя. Набрали вы больше или меньше. Самое главное, количество петелек, количество столбиков должно быть одинаковым. И не забывайте, что 3 петельки подъема, вот мы провязывали 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика. Мы его считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш первый ряд столбиков готов. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И во второй столбик провязываем столбик с накидом. Я решила, просчитала, что у меня вот так вот будет начинаться каждый ряд 2 столбиками с накидом. То есть как бы мои кромочные столбики. Далее по узорчику идут 8 столбиков с накидом. Провязываем 8. Раз. По порядочку идем. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То есть здесь у меня в самом начале получилось вместе с моими кромочными 2 столбиками всего 10 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик провязываем рогаточку. То есть столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же вернулись обратно и провязали столбик с накидом. Вот такая вот получилась рогатка. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И с 4-го столбика провязываем 7 столбиков с накидом. Понятно? То есть такие же столбики, только 7. Первый. Второй. Пока повторяйте, потом поймете принцип. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой.
7. После 7 столбиков опять делайте 2 воздушные петельки. Пропускайте 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. И сюда же вернулись, опять столбик с накидом 2. Вот, видите, еще одна рогаточка. 2 воздушные петельки. 1, 2. И здесь получается опять пропускаем наши 3 столбика. 1, 2, 3. И с 4 столбика провязываем наши столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть как мы в самом начале провязывали, вот они 8 столбиков, и заканчиваю ряд своими 2 кромочными столбиками. Итак, столбик с накидом 1 кромочный и столбик с накидом 2, это вот в 3 петельку подъема. Понятно? Вы можете кромочные придумать и больше, и 3, и 5, и 7 и так далее, смотря как у вас будет изделие. Пусть у меня будет 2 кромочные. Получается вот такой вот самый-самый первый ряд. Идем дальше. Второй ряд. 2, получается, кромочные, 2 кромочных наших столбика, ну вот моих, да, провязываю. А дальше возвращаюсь точно так же количество столбиков, и я такое же количество столбиков. То есть здесь у меня 8 столбиков. 1, 2, несложно, да, здесь? 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть количество столбиков в предыдущем ряду, столько же количество столбиков и в этом ряду. А далее будьте внимательны. Сразу же делаем накид и переключаемся вот в эту нашу арочку. Провязываем 3 столбика с накидом в эту арочку. 1, сюда же нырнули 2, сюда же нырнули 3. Так, теперь 1 воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же и ныряем опять. 1, 2, 3. Вот такой вот веерочек получился. И сразу же без воздушных петелек делаем накид и перепрыгиваем на наши столбики. Вот, помните, да, у нас здесь было 7 столбиков с накидом. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Все, дальше опять повторяйте. То есть делайте накид и вот эту арочку в рогаточку ныряете, провязываете веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. Вернулись сюда же и провязали. 1, 2, 3. Угу. Все. И давайте до конца ряда самостоятельно эти столбики полностью до конца ряда провяжите самостоятельно. Угу. Давайте. Несложно. Итак, смотрите, я, получается, провязала эти столбики до конца ряда, да, 10 у меня столбиков здесь, и уже поднялась наверх 3 петельки подъема и провязала, опять же, 10 столбиков, потому что повторение, да. Дальше, что мы делаем? Следующий ряд после наших веерочков. Итак, столбики провязали, поняли, да? Вот, четко столбики над столбиками. Делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот там, где у нас в нашем веерочке в центре была 1 воздушная петелька, ныряем в эту воздушную петельку, в арочку, и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, вернулись сюда же, провязали столбик с накидом 2. Вот, рогаточка. Поняли, да? Рогатка, веерочек, рогатка. Несложно. 2 воздушные петельки и переключаемся на наши столбики. То есть сейчас вы, получается, провязываете точно так же. Над столбиком столбик. То есть здесь у нас 7 столбиков. Значит, вы провязываете здесь 7 столбиков с накидом. А потом, опять же, когда столбики провяжете, 2 воздушные петельки, рогатка, 2 воздушные петельки. Да? Понятно? То есть точно так же, как и здесь. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Итак,
смотрите, провязали вот до конца ряда, да, несложно. У нас получается как бы квадратик плотный, да, и квадратик вот такой вот ажурненький. Плотный квадратик, ажурненький, плотный и так далее. Смотрите, когда провязали до конца ряда, следующий ряд вообще будет несложный. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И мы, получается, провязываем с вами точно так же в каждый столбик с накидом. Понятно? То есть здесь вообще ничего сложного. Весь ряд у вас будет состоять из столбиков с накидом. Итак, 4. Дальше 5. 6. 7. 8. 9. 10. А дальше смотрите внимательно. У нас идет арочка, да, из 2 воздушных петелек. Вы можете нырять непосредственно в арочку, да, 2 воздушные петельки, значит 2 столбика с накидом. Либо провязывать в петельку. Я люблю в петельку. Если у вас позволяет пряжа, крючок, зрение, вяжите в петельку. Так и будет аккуратнее. Раз столбик с накидом и в петельку 2 столбика с накидом. Если у вас не получается, не ломайте глаза, провязывайте в арочку. Итак, дальше смотрите, у нас идет рогатка, да? Мы, получается, в рогаточку, в первую ножку рогатки провязываем столбик с накидом. Далее ныряем либо также в арочку, да, либо в петельку провязываем столбик с накидом. Вторая ножка рогатки, столбик, да, наш, тоже провязываем столбик с накидом. И опять 2 воздушные петельки. Я буду нырять непосредственно в петельку. Раз столбик с накидом и во вторую петельку 2 столбик с накидом. И так далее. То есть там, где все столбики провязываете столбики, количество воздушных петелек равняется тоже количеству столбиков. Поняли, да? Все. И вот так до конца ряда. Весь ряд столбики с накидом. Давайте, до конца ряда у вас получится. Так, смотрите, вот такая красота по итогу получается. То есть мы с вами, получается, самый первый ряд, это у нас первый ряд узорчика, второй, третий, четвертый, 4 ряда узорчика. На этом вертикальный раппорт закончен. Дальше начинаются опять столбики с накидом. Это повторение вот этого первого нашего ряда. Дальше мы будем повторять второй ряд. Вот наши рогаточки. Но будем делать это со смещением. То есть у нас теперь будут они находиться в шахматном порядке. Итак, как и договаривались, у меня первые 2 столбика кромочных. Поэтому я делаю 3 петельки подъема. Поворот. И во второй столбик провязываю свой второй столбик кромочный. Все. Это мои столбики, да? Вы можете их провязывать, можете не провязывать, можете провязывать больше. Дальше начинается вот данный вот участочек. То есть вначале идет первый столбик. Итак, первый столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем рогатку. Вспоминаете, да? Воздушная петелька. И сюда же вернулись, провязали второй столбик с накидом. Вот такая вот рогаточка по итогу получается. 2 воздушные петельки. Пропускаем опять 3 столбика. Раз, два, три. Из четвертого столбика, вот с нашего столбика, начинаем провязывать 7 столбиков с накидом. Это получается первый. Дальше второй. Дальше третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Видите? То есть начинает формироваться вот такой же квадратик, да? Вот как здесь, вот такой квадратик начинает формироваться здесь. Ну а дальше повторяем. То есть получается опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый делаем рогаточку. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. Столбик с накидом 2. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два, 3 столбика пропустили. Раз, два, три. И с четвертого начинаем провязывать 7 столбиков с накидом. Понятно, да? То все, давайте повторяйте точно так же второй ряд вот с нашей рогаточкой с первой до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот провязала до конца. Так, и получается, заканчиваю как? Одним столбиком с накидом. Так, по узорчику. А вот эти 2 последних столбика это мои кромочные. Идем дальше. Я уже провязала 3 петельки подъема и второй кромочный столбик. Так, дальше мы с вами провязываем вот такие же веерочки. Помните, да? Сразу же после наших кромочных мы делаем вначале столбик с накидом по узорчику, а потом переключаемся в рогаточку. 3 столбика с накидом. Раз,
2, 3, воздушная петелька. И возвращаемся сюда же и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И сразу же переключаемся на наши столбики. Помню, у нас здесь 7 столбиков с накидом. И мы провязываем 7 столбиков с накидом. Поняли, да? Все. И так вот до конца ряда. Столбики, веерочки, столбики, веерочки, столбики, веерочки. Поняли? Все. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас опять встречу. Так, смотрите, вот рядочек наш с веерочками, да? Следующий, помните, да? Опять будут рогатки. Не сложно? Не сложно. Я уже закончила ряд и начала следующий. То есть получается мои два кромочных столбика, да? Вот они, раз, два. И уже провязала столбик от узорчика. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И присоединяемся вот там, где у нас в нашем веерочке была арочка из воздушной петельки. Делаем здесь рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, и вернулись сюда же, столбик с накидом 2. Угу. Вот, несложно, вообще не сложно. 2 воздушные петельки, и опять возвращаемся к нашим столбикам, а у нас здесь по 7 столбиков, и провязываем наши столбики. Договорились? Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас опять встречаю. Рогатка, столбики, рогатка, столбики, рогатка, столбики. Угу. Давайте. Так, смотрите. Вот, получается, я провязала ряд с нашими рогаточками, а обратно возвращаемся. Помните, да? Смотрим. После рогаточек у нас целый ряд столбиками с накидом. Помните, да, как мы провязываем? Получается, там, где у нас воздушные петельки, мы провязываем сколько воздушных петелек, столько и столбиков, да, чтобы запомнить. Итак, воздушная петелька 1, воздушная петелька 2. Я в петельку, вы можете в петельку, можете в арочку. Дальше рогатка, в рогатку столбик с накидом. Дальше в арочку рогатки, да, я буду непосредственно в петельку провязывать столбик с накидом. Дальше вторая ножка рогатки, столбик с накидом. И опять 2 воздушные петельки. То есть я буду провязывать точно так же в петельке столбики с накидом. Все, несложно, вообще не сложно. Вот. И дальше получается у меня будут 7 столбиков. Значит, я провязываю еще 7 столбиков. Понятно? То есть мы, получается, уже начинаем провязывать 3-й вертикальный раппорт нашего узорчика. И смотрите, когда вы провяжете все столбики, да, вы начинаете провязывать вот то же самое, что вы провязывали вот здесь вот. Понятно? То есть в моем случае это было 2 кромочных, 8 столбиков, рогаточка, 7 столбиков, рогаточка, 8 столбиков, 2 кромочные и так далее. Дальше пошли веерочки, дальше пошли рогаточки. Опять столбики. Опять в шахматном порядке сделали, да? Вот такие вот квадратики. И так далее до нужного вам размера вашего образца. Те, кто умеет читать схемки, я схемку здесь прикладываю. Смотрите, даже новички, кто еще не умеет читать, вы вполне все поймете, судя по тому, как я объясняю, да, видео и по схемке. То есть вы узнаете, где находятся столбики, где находятся воздушные и так далее. Так что давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Получается, мы с вами провязали 1, 2 вертикальных раппорта, да? И я еще провязала 1, 2. Видите, в шахматном порядке располагаются наши плотные квадратики и наши ажурные квадратики. Несложно? Вообще не сложно. Любой новичок справится. Смотрите, в силу того, что воздушных петелек немного, но все равно узорчик вот так вот тянется. Видите? Вот так вот он тянется. Узорчик у нас получается двусторонний. Вы выбираете любую сторону, она у вас будет лицевая. Видите, что эта сторона, что эта сторона. Какая нравится, такая лицевая. Вот. Но в первую очередь, когда я его вязала, я думала, знаете о чем? Я думала, что это будет летний кардиганчик. То есть ниточка такая, скажем, прохладненькая, очень интересная. Не сильно дырявчатый, да, не сильно, конечно, плотный. Вот, кардиганчик летний. Но опять же, может быть любая пряжа, любое изделие. Да, это может быть и шарфик, это может быть и снудик, это может быть и кофточка, и может быть и демисезонные зимние кофточки, кардиганчики. Да. Обязательно попробуйте тоненькими ниточками в топиках. Тоже очень будет шикарно. Вяжется просто, прям с закрытыми глазами и вперед. Так, давайте замерим. Я, получается, здесь набирала 41 воздушную петельку.
Если это же плотность вязания, этот же крючок, да, это получается моя рука вот такая же, вот такой же крючок, такая же плотность. Это 16,5 сантиметров. А тут получается, смотрите, мы договаривались, что один раппорт это 4 ряда, да? Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Вот так удобнее посчитать, да? Получается 4, 8, 12 и, смотрите, 16. И получается еще один ряд я набрала как бы для следующего раппорта. Это получается 17 рядочков. Так, смотрим. Это получается 13 сантиметров. Здорово? Здорово. Вот такая вот сегодня интересная картина узорчика очередного. Забирайте себе в копилочку, возможно, пригодится. Так, опять же, кто вязал данным узорчиком, пишите, что вы вязали данным узорчиком, нам будет очень интересно. Кто не вязал, пишите в комментариях идейки, что можно связать данным узорчиком. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, на самый верхний, он будет у вас темненьким, чтобы к вам приходили новинки, упоминания о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты и смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.